Погружная пила DeWalt DWS-520K с принадлежностями. Сегодняшнее видео будет посвящено ей. Непродолжительный обзор инструмента, его эксплуатационных качеств. Также я обращу внимание на некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание, если вы выберете ее для приобретения. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать на своем канале. Итак, пила погружная DeWalt DWS-520K, мощность 1,3 кВт, пильный диск, внешний диаметр 165 мм, посадочный диаметр 20 мм, коллекторный двигатель с регулировкой оборотов, плавным пуском и поддержанием оборотов под нагрузкой. Вес 5 с небольшим килограммов. Собрано в Чехии. Обзор начнется с подошвы. Подошва литая, имеет два паза, центральный и боковой. Центральный паз предназначен для работы по направляющей шине DeWalt. Второй паз, со слов производителя DeWalt, позволяет работать с шинами некоторых других производителей, но я утверждать этого не могу, не проверял. Других шин у меня нет. Для регулировки положения пилы на шине, для регулировки люфтов, на подошве есть два эксцентрика. А также есть механизм блокировки движения пилы назад, или, как это еще названо в инструкции, устройство защиты от обратного удара. Покажу, как это работает. С эксцентриками все просто. С помощью отвертки или шестигранного ключа ослабляется регулировочный винт, и его вращением находится положение, при котором отсутствует люфт при поперечном движении пилы по шине, но при этом винт не пережат. В таком положении винт фиксируется, аналогично второй эксцентрик. Как работает механизм защиты от обратного удара? Вот здесь на регуляторе есть небольшой крючок, зацеп. В положении зацепа пила свободно движется по шине и в прямом, и в обратном направлении. Но если крючок отпустить, отцепить, то пила по-прежнему будет свободно перемещаться вперед, но назад ей хода уже нет. Задний ход пилы блокируется. Это не только повышение безопасности при работе, но это еще может быть полезно. Полезно для ситуации, когда нужно сделать пропил с погружением. Если нам нужно сделать пропил, начиная с конкретной точки вперед, и сделать пропил на полную глубину, мы выставляем пилу по метке на корпусе. И начиная пилить, мы можем быть уверены, что пила не сдвинется назад при погружении вращающегося диска в материал. И тоже уверенно пилим до передней точки, тоже ориентируясь на метку на корпусе, соответствующей полному погружению диска. То есть таким образом можно точно сделать нужный пропил с погружением. Глубина пропила 59 мм, но если вычесть 4 мм толщину направляющей шины, то чистая глубина пропила с направляющей шиной будет 55. Глубина выставляется простым и надежным механизмом передвижного упора по шкале с разметкой. В этой модели нет механизма подрезания ламинированного слоя с быстрой настройкой, чем часто пользуются при изготовлении корпусной мебели. Но мне такая функция нужна крайне редко, а если и нужна, то небольшую глубину погружения всегда можно выставить основным упором, либо приколхозить небольшой дополнительный упор из шпингалета. Место для этого есть. Механизм и режим замены пильного диска. Здесь он достаточно мудреный. Нажать рычаг, опустить пилу, нажать кнопку, повернуть другой рычаг. Я это даже не показываю, запоминать этого смысла не имеет, а кто будет работать с этой пилой, сам быстро разберется. Зафиксировав в этом положении диск, мы получаем доступ к винту крепления пильного диска для его снятия и установки, а также к винту регулировки положения расклинивающего ножа. Расклинивающий нож здесь утапливаемый, то есть можно делать пил с погружением диска, и расклинивающий нож мешать не будет. Но есть один нюанс, который нужно иметь в виду. Одновременно с пилой я приобрел вот такой диск, тонкий диск для продольного распила материала, тоже фирмы DeWalt, и толщина этого диска 1,6 мм. Толщина же расклинивающего ножа 1,7 мм. Понимаете, да? То есть для работы с этим диском придется снимать крышку, снимать этот расклинивающий нож и работать без него. Либо самому делать более тонкий нож. В этом особенность. Во всех остальных случаях нож работает так, как ему и положено. И если уж заговорили про снятие крышки, то мне ее приходилось снимать еще в одном случае. Если долго работать без отведения опилок, то есть не подключая пылесос, то опилки постепенно скапливались под крышкой, выше расклинивающего ножа
и в какой-то момент он переставал подниматься, утапливаться. И это тоже нужно иметь в виду. Как это ни странно, но у этой пилы есть возможность наклона на угол до 47 градусов. Фиксация угла наклона осуществляется двумя винтами, спереди и сзади. Ослабляя эти винты, мы можем наклонить пилу. Здесь хотелось бы обратить внимание на узел поворота. Он выполнен в форме сегментов колец, а не просто ось, как в ручной циркулярке. Причем узла два, спереди и сзади. Что это дает? Это дает то, что когда мы работаем по шине, надеюсь, будет видно, пильный диск, а точнее линия распила, при наклоне не смещается относительно кромки направляющей шины, а идет ровно по той же линии, что и при перпендикулярном от 90 градусов пилении. Не нужно менять шину, противоскольную ленту и тому подобное. Пила из коробки точно выдерживала угол 90 градусов, и регулировать или настраивать ее не было необходимости. Хотя возможность регулировки перпендикулярности здесь предусмотрена. За это отвечают целых два винта в подошве пилы, вот эти. Узел опускания пильного диска. В этой модели он принципиально отличается от многих других погруженных пил, которые я видел. Здесь пильный узел закреплен на подошве не на одной оси, а на двух рычагах, двух кулисах. Не знаю, правильно ли я употребил это слово кулиса, как-то всплыло в мозгу. И при погружении пилы, при погружении диска, пильный узел не наклоняется вперед, а движется вперед и вниз, не меняя своей ориентации относительно подошвы. То есть вот так. Для меня это удобно, но я не могу сказать, удобнее ли это по сравнению с другими погруженными пилами, просто мне не с чем сравнивать. Система пылеудаления. При подключении пылесоса опилки очень даже эффективно удаляются от диска из-под всего пространства под крышкой. Патрубок пылеудаления здесь стандартный, деволтовский, и он немного не соответствует патрубку на моем пылесосе. Точнее, он крепится, но держится не очень надежно. Поэтому здесь, как впрочем и на некоторых других своих инструментах от DeWalt, я приладил самодельный переходник. Это сантехнический фитинг на 40 мм, с которого я срезал кольцо, разогрел строительным феном до эластичного состояния и натянул на патрубок пилы. И теперь патрубок пылесоса вставляется глубоко в фитинг и держится достаточно надежно. Впрочем, вы неоднократно видели это в моих видео про изготовление мебели. Собственно говоря, решение о приобретении этой пилы было принято именно в тот момент, когда возникло сразу несколько проектов мебели из массива своими руками, многие из которых я уже показал на канале, а многие еще предстоит сделать и показать. Боковая крышка с системой отвода опилок сделана так, что патрубок пылесоса не выходит за плоскость крышки. Это позволяет пилить, прижавшись вплотную к какой-либо боковой поверхности, например, стене. И расстояние от диска до стенки составляет ровно 13 мм. Наверное, полезная возможность, особенно при работе на объекте. Но, признаюсь, в мастерской я этим пока не пользовался. Производитель даже разместил здесь скользящие накладки, такие же, как и на направляющей шине. И это позволяет даже пилить горизонтально, только я пока не придумал зачем. В стандартную комплектацию входит, собственно, пила, пластиковый кейс, который был показан в начале, шестигранный ключ для снятия пильного диска и инструкция по эксплуатации. И все. Направляющие шины. Вместе с этой пилой я приобрел сразу две шины. Одна длиной 1 метр, вторая длиной 1,5 метра. Шины здесь двухсторонние, то есть пилить можно как с одной, так и с другой стороны. Я пометил стороны шин и работаю пока только на помеченной стороне, оставляя по возможности вторую нетронутой. На случай, если она пригодится, например, для работы с другим пильным диском другой толщины. Шины поставляются вот в таких картонных коробках. Метровая шина и 1,5-метровая. И в расчете на то, что мне нужно будет делать длинные прямые пропилы, дополнительно был приобретен соединитель, вот с таким профилем. Он вставляется в одну шину, затягивается винтами с внутренним шестигранником, а затем во вторую шину. А профиль соединителя способствует выравниванию шин в одной линии. Но здесь есть одна засада.
Я не знаю причину, но у меня есть предположение, судя по различию формы упаковки и путанице в многочисленных надписях на коробках, что шины разной длины изготовлены на разных заводах. Вот в чем дело. На одной шине ширина гребня составляет 16,6 мм, в то время как на второй шине почти 17. Разница ощутимая. К чему это приводит? В ситуации, когда я соединяю две шины вместе и эксцентриками на подошве регулирую отсутствие люфта на более широком гребне, то при переходе через соединение на вторую шину в подошве появляется люфт, хоть и незначительный. И наоборот. Если я регулирую по более узкой шине, то пила вообще не проходит через соединение, просто не проходит через стык. Поэтому, если бы я сейчас покупал направляющие шины для своих задач, я бы, скорее всего, купил одну шину на 2,5 метра и разрезал бы ее на части. А так, я пользуюсь и той, и другой шиной. Обе из них по отдельности меня полностью устраивают. Одновременно с пилой и направляющими шинами дополнительно в комплект были приобретены струбцины. Они быстрозажимные, вставляются в паз шины для закрепления на заготовке. Интересная опция – это высокие съемные накладки-башмаки, которые позволяют крепиться к заготовкам в весьма широком диапазоне их толщин, и даже за бортик стола, который вот здесь, в моем столе, находится. Не знаю, как вы оцените этот обзор, я пока только тренируюсь. Это мой второй обзор инструмента. Первый был про рейсмусный станок. Ссылка на него будет в конечной заставке этого ролика. И это все, что я хотел рассказать об этом замечательном инструменте этого замечательного производителя. Если появятся вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. А сегодня я с вами прощаюсь. До следующей встречи.